Санкт-Петербург славится своими мистическими легендами. Оживший медный всадник, дух пиковой дамы, сфинксы, готовые рассказать тайны фараонов. Старейший вуз в России не мог обойтись без них. Здесь даже есть призрак студента. Ровно в полночь перед зимней сессией он бродит по библиотеке между книжных полок и что-то ищет. Вы смотрите проект ТОП ВУЗ. Меня зовут Евгения Черноскулова, и сегодня мы погрузимся в жизнь Санкт-Петербургского государственного университета. Санкт-Петербургский государственный университет. Это место, где формируются будущие лидеры науки, культуры и образования. Сегодня я испытаю на себе роль студента СПбГУ сразу нескольких факультетов и пообщаюсь с молодыми учеными. А для начала давайте погрузимся в историю его создания. Университет был основан в 1724 году по указу Петра I и считается одним из старейших в России. Его целью было обучение и подготовка будущих государственных служащих и научных кадров. Хоть и СПбГУ и был основан в эпоху Петра Великого, с тех пор он не только прошел через множество исторических вех, но и стал одним из символов культурного и образовательного наследия Санкт-Петербурга и России в целом. Только в этом году приемная комиссия СПбГУ получила более 100 тысяч заявлений, а самыми популярными направлениями стали прикладная информатика, лингвистика, экономика и юриспруденция. Правда, не торопитесь заполнять заявление, ведь с этого года в СПбГУ введена особая система приоритетов, так что стоит быть внимательнее, чтобы не попасть на факультет, на который вы хотите чуть меньше. Когда вы попадаете внутрь университета, вас захватывает невероятная атмосфера. Кажется, что вот-вот из-за угла выйдет академик Ломоносов или ученый Павлов. Но несмотря на славу классического университета, СПбГУ продолжает развиваться и не остается в прошлом. Сейчас приемная комиссия предлагает целых 505 направлений подготовки. Говоря об университете, надо в первую очередь говорить о том, что да, университет – это явление, это мир, это город в городе, это уникальная университетская среда. Ну, достаточно сказать, что вот если, например, спросить людей из других городов, да, с чем у вас ассоциируется Санкт-Петербург, что назовут обычно? Эрмитаж, Мариинский театр, а многие назовут Санкт-Петербургский университет. Поэтому мы тоже в некотором смысле такое воплощение всего лучшего, что есть, так сказать, в науке, в образовании, в культуре в нашем городе, и не побоюсь этого слова, в нашей стране. Санкт-Петербургский государственный университет – это классический университет, то есть в нем собраны абсолютно различные образовательные программы, начиная там с физики и наноматериалов в области химии, заканчивая актерским искусством, изобразительным искусством, графическим дизайном и вокальным исполнительством. Около 75% зачисленных в университет – это иногородние, то есть не жители Санкт-Петербурга. И, конечно, такая ситуация до введения единого государственного экзамена, наверное, не была бы возможна. То есть в этом смысле, конечно, единый государственный экзамен открыл существенное поле возможностей для ребят из регионов. 45% поступающих в университет – это участники олимпиад, школьников, которые включены в перечень Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Более 100 тысяч школьников из Российской Федерации приняли участие в этом интеллектуальном соревновании, и мы видим интерес к этому, так сказать, направлению развития творческого потенциала школьников. Мы очень динамично развивающийся университет, и все, что на сегодняшний день присуще современному высшему образованию, все это в университете есть, и, так сказать, в достаточно большом количестве, потому что мы давно строим систему партнерских связей, и у нас есть партнерские связи и с индустриальными партнерами, с государственными структурами. У нас есть огромное количество разнообразных программ, которые во многом появились потому, что у нас есть право на собственный образовательный стандарт. Безусловно, университет меняется вместе с тем, как изменяется мир. Но, наверное, самое основное, что остается и сохраняется, это высокое качество образования, высокое качество научных исследований, которые реализуются в университете. Отправной точкой моего путешествия стало здание химической лаборатории. Оно построено в конце XIX века и с тех пор служит центром научных исследований и обучения химии в СПбГУ.
В течение десятилетий здесь работали и учились множество выдающихся химиков. Здание стало свидетелем несчетных научных открытий. Когда-то сам Менделеев стоял за этой кафедрой и передавал знания следующему поколению ученых. Здесь даже сохранилась первая показанная публике таблица химических элементов, составленная по указанию Менделеева еще в 1876 году. Так что и сейчас студенты могут прикоснуться к истории, тем более, что в СПбГУ прочно закреплена традиция преемственности поколений. Ученый должен делиться своими знаниями с студентами, с людьми, которые интересуются наукой. И, конечно, как мне кажется, этот человек должен действовать во благо обществу, не в своих личных каких-то целях. Беру пример со своего научного руководителя Булатова Андрея Васильевича, который когда-то точно так же не ограничивал в фантазии меня и поддерживал мои какие-то идеи, решения. Если я вижу студента, который нацелен в дальнейшем заниматься наукой, или я вижу, в принципе, азарт приходить в лабораторию в неурочное время, оставаться до позднего вечера, чтобы решать какие-то конкретные задачи, то я стараюсь такого студента, естественно, продвигать. Продвигать в каком плане? Это рекомендовать его для участия в различных конкурсах, включать совместные публикации, отправлять на какие-то конференции, стажировки, для того, чтобы они тоже, ребята, развивались и находили свой путь в науке. Удивительно, что когда-то сам великий химик жил и работал прямо в этих стенах, а сейчас студенты могут в любое время прийти в музей-архив Менделеева и узнать, в какой атмосфере работал химик, что читал и чем интересовался. Я провела больше часа в этих комнатах, рассматривая рукописи, а самым интересным экспонатом стал черновой вариант полной периодической системы элементов с пометками, оставленными самим Менделеевым. Мне, как студенту, интересно, какие возможности открываются перед студентами и выпускниками. По секрету мне рассказали, что партнерами СПбГУ являются более 500 вузов более чем из 80 стран. Зарубежные компании, известные во всем мире, взять хотя бы AMB и Panasonic. Международное сотрудничество – это одно из приоритетных направлений деятельности. Это может либо промышленность к нам обратиться, это может быть и государство, которое дает какое-то задание. И каждый специалист определяет уровень своих знаний в той или иной области, своих возможностей, инструментальной базы, я имею в виду различные приборные оборудования. Часто бывает, что к нам просто извне приходит какой-нибудь сотрудник фирмы и просит решить какую-то конкретную задачу. Ну, например, вот в 2010 году в университет обратились строительные компании, которые сказали, что существует такая проблема, как выделение аммиака в жилых зданиях. И нужно как-то эту проблему решить, потому как это действительно огромные убытки, ну и в принципе это не экологичное жилье. То есть когда мы видим плоды таких работ, мы, конечно же, понимаем, для чего мы это делаем. И появляется новый стимул решения для новых задач. И, собственно, это была моя диссертационная работа, посвященная как раз-таки разработке методик определения исходников, можно сказать, аммиака в бетонных смесях для того, чтобы определять, пригодна данная бетонная смесь для строительства или нет. На кафедре зоологии позвоночных становится довольно жутко. Везде кости, чучела животных. Мне всегда было интересно, кто же выбирает подобное окружение для занятия наукой. Наверное, очень серьезные люди. Я был мальчиком, который интересовался динозаврами. Потом мне посчастливилось оказаться в биологических кружках, потом поступить на биологический факультет нашего университета, ну и сделать такое вот увлечение призванием и профессией. Но на самом деле любой ученый, он ребенок. Ведь детский интерес, он очень важен. Ребенок исследует мир вокруг себя, его привлекает все необычное. Это и динозавры, это и звезды, и так далее, и так далее. Вот если этот интерес сохраняется в человеке, он становится ученым. Но зачем сейчас нужны палеонтологи? Неужели нам важно знать о том, кто жил на Земле более 11 тысяч лет назад? И самое главное, как нам могут помочь эти знания? Палеонтологи, наверное, особо остро чувствуют такую непрерывность жизни. В том плане, что там на 66 миллионов лет назад там ходят динозавры, но это тоже предки многих современных групп. Вот эта преемственность живого,
оно особо чувствуется палеонтологами, и мы понимаем, что жизнь не закончится и после нас, и после человека. Первый путь такой грустный. Мы просто себя уничтожим. Это вполне возможно. И наш вид полностью перестанет существовать. Другой вариант – это изменение. Вид может исчезнуть, но при этом потомки этого вида, преобразовавшись в другой вид, они могут существовать. Я вижу, наверное, такую вот возможность для человечества в освоении космоса. То есть как вообще образуются новые виды? Вид оказывается на новой территории. Вот человек тоже может эволюционировать, изменяться, но для этого нужно расширение. Но вот расширение и освоение новых территорий на Земле уже практически невозможно. Мы можем там всю Землю заселить, и, наверное, так оно и будет, но шанс для человечества – это освоение космоса. Это не плюс и минус, не положительно и отрицательно, просто оно так есть. Человек сейчас влияет, это новый фактор. Мог упасть астероид. Не упал пока, да? Так что для Земли и биосферы, это просто некий новый этап. Да? Конечно, мы грустим, когда исчезают там панды или кто-то, да? Но многие виды действительно исчезнут, они бы исчезли и так. Это не повод для того, чтобы вообще не думать о сохранении. Действительно, если мы сохраним разнообразие современное видов, человек этим займется и сохранит, это будет просто очень здорово. Наш мир будет разнообразнее. Причем историю в СПбГУ не только изучают, но и создают. Это внутренний двор филфака, который был отдан на растерзание скульпторам. Печальную Анну Ахматову здесь догоняет бронзовая улитка. От Гулливера прямо по газону убегает такса-талисман. А водруженная на чемодан голова поэта называется «Бродский вернулся». Как я уже узнала, в СПбГУ особое отношение к развитию международных отношений. Даже в филологическом дворике есть символ этому – лабиринт. Лабиринт является итогом неординарных коммуникаций, где камни играют роль представителей разных народов, языков и являются своеобразным памятником, символизирующим присутствие частичек мировой культуры в пространстве Санкт-Петербурга. Вообще, каждая скульптура здесь имеет свою какую-то особую историю, поэтому совсем не удивительно, что студенты так любят проводить здесь время, как и в ботаническом саду, куда можно попасть, следуя за статуей кошки. А это ботанический сад СПбГУ. Здесь можно между парами прийти, насладиться свежим воздухом и убежать от суеты, либо насладиться природой и вдохновиться на будущие научные работы. И сделать это можно благодаря Андрею Николаевичу Бекетову, выдающемуся ботанику и одному из ректоров университета. Его настойчивость и усилия привели к тому, что уже в следующем году ботанический сад будет отмечать 160 лет с момента основания. А сейчас это место является некой точкой притяжения студентов самых разных факультетов. Кто-то проводит научные исследования, кто-то делает зарисовки, а я займусь практической работой. Мы около японского сада, небольшого японского сада, создано по проекту группы студентов в прошлом году. Японский сад никогда не бывает перегружен. Это пространство, воздух, символизм, это отражение японской философии и их отношения к жизни. Я предлагаю вам создать линии на поверхности сада, что важно, когда вы водите граблями, мы тоже каждый день тут чистим пространство, здесь ничего не растет, и видите, здесь даже нет ни коры, ничего, то есть мы стараемся вычистить это пространство и создать вот этот уникальный рисунок, каждый свой создает. Очень важно, когда вы берете в руки грабли и создаете этот рисунок, очистить свои мысли. Считается, что если вы о чем-то думаете в этот момент, это будет влиять на направление линии, и рисунок будет, не лишен вот этого вот свободы мысли. То есть это такая медитация. Да, это такая своеобразная медитация, чтобы успокоиться. И я предлагаю вам попробовать. Инна, я старалась ни о чем не думать, но у меня не всегда получалось, если честно. Я очень хорошо понимаю, это не просто, особенно с первого раза, но вы всегда можете прийти, потренироваться, отдохнуть и попробовать очистить свои мысли. Я думаю, со временем у вас все получится. Будем пробовать.
А еще в ботаническом саду есть аллея поэта Блока. Только никто уже давным-давно не знает, где она находится, так что можно считать, что потерялась она под слоем времени. А табличку с именной подписью кто-то, возможно, украл. Надеюсь, что нам сегодня удастся отыскать эту загадочную аллею. Я пообщалась со студентами совершенно разных факультетов: политические науки и регионоведение, банкротное право, филология. Каждый из них рассказал мне о том, почему СПбГУ – это особенное место. Было для меня удивительно, когда я пришла на юридический факультет, то, что все преподаватели, они воспринимают тебя как коллегу в первую очередь. То есть не как студента, не как даже там ребенка, хотя, многие из нас — это ровесники уже их детей. Но они воспринимают тебя как коллегу, как подрастающее поколение, и они хотят, большинство из них хотят вложить в тебя те знания, которые получили сами. Ближе уже к старшим курсам они с удовольствием тебя вовлекают в свои собственные разработки, в свои собственные программы, и ты вместе с ними работаешь. К нам перебираются многие офисы корпораций из той же самой Москвы. Мы сами прекрасно видим, как растет башня «Газпрома» на Вахте. К нам перебрался Конституционный суд, и скоро переберется Государственный совет. Мы понимаем, что действительно город будет нуждаться в хороших специалистах. СПбГУ является своего рода мерилом качества, то есть университет, так же как и МГУ, имеет особый статус, закрепленный в федеральном законе, и в рамках этого можно сказать, что студенты уже заранее у работодателей пользуются каким-то дополнительным лимитом доверия, то есть вот эти волшебные несколько букв СПбГУ действительно могут творить чудеса на собеседованиях. Если в школе мы видим стекло, то в университете мы разбиваем это стекло на мелкие осколки, разбираем каждый осколок и потом собираем это вновь. И получается уже не обычное окно, а какое-то огромное окно размером, наверное, с крышу, которое, слишком много метафор. Вы чувствуете, что я с филфака. Я благодарен университету именно за то, что можно побыть и студентом, и немножко преподавателем, и почувствовать себя ревизора, поехать на выезд волонтерский, поехать на конференцию в совершенно другую страну. Возможностей море, главное просто их использовать и правильно их использовать. Для меня неудивительно, что из таких студентов вырастают поэты, ученые, руководители государства и нобелевские лауреаты, которые сохраняют безграничную любовь к своей альма-матер на протяжении жизни. На 3-м курсе просто открылся телеканал, и волею случая я подумал, было бы прикольно поработать на телевидении. У меня не было цели быть ведущим или вообще быть в кадре, или журналистом. Тогда, конец 90-х, это время и начало нулевых. Все, кто работал в сфере медиа, были прямо какими-то небожителями, были людьми, которые по-настоящему крутят мир. Соответственно, как-то это решение пришло само собой, я просто искал подработку. И пришел просто устроиться на телевидении, немножко поработать. А так одно за другое зацепилось, и вот результат. Заходишь в университет, все страшно вежливые. Чего, может быть, в других местах по нынешним временам не так часто встретишь. А тут, начиная от того, что ты там на входе в университете, все с тобой поздороваются и скажут тебе теплые слова, дальше спросишь дорогу, тебе все очень подробно объяснят. То есть в этом есть определенный такой, что ли, уровень культуры. И культуры, и достоинства, и такого, что ли, уважительного отношения к людям, к университету. Мы сказали, что студенты мы беремся, мы сами готовы организовывать мероприятия, просто дайте нам зеленый свет. Нам его дали, и мы действительно, опять же, тратя свои усилия не за деньги, не за что-либо еще, просто создавая хороший продукт, создавая площадку, где ребята могут обмениваться мнениями, мы как-то действуем. И вот как раз вот это вот дух академической традиции, дух братья, это, наверное, и есть то, что сохранилось в университете, и поэтому, когда мы говорим о том, что это университет классический, академический, это не просто слова, это не просто сторителлинг и не просто брендирование, это действительно факт, который, как ни странно, уже 300 лет сохраняется в стенах этого учебного заведения. Самое важное — это не то, что ты прослушаешь, а те ребята, которые сидят с тобой рядом, потому что вот эти люди, которые с тобой за партой, они дальше с тобой всю жизнь. И в этом смысле любой вуз, и в СПбГУ, очевидно, то именно во многом отвечает этому стандарту, это, конечно, твоя телефонная книга, это все твои дружки по жизни, потому что сейчас, вот, что бы я ни делал, где бы я ни находился, это даже не имеет значения, какой факультет.
Но когда ты слышишь, что человек из СПбГУ, вы моментально находите с ним контакт. В университете я все еще остаюсь, хотя, по сути, я уже выпускник. Я душой с ними. Всегда хотел быть именно той дверью, тем мостом между людьми одного культурного слоя и другого культурного слоя. Я не ошибся, ни о чем не жалею, безумно рад, безумно люблю свой факультет. Я бы, наверное, прошел еще раз этот весь опыт обучающегося, если бы у меня была такая возможность. Возможно, в будущем меня ждет второе высшее, но это уже другая история. Пробыв в роли студента всего один день, я поняла, что СПбГУ – это не просто университет с многолетней историей, это место объединения умов, личностей, идей, где каждый может найти себя и свое предназначение в жизни. А послушав молодых ученых и студентов, я узнала, что без исследования динозавров мы бы не знали будущего, настоящего. А становясь учеными, не стоит переживать за отсутствие работы, особенно если есть стремление открывать новое и напрямую участвовать в развитии мира. Как вы думаете, что общего у реформатора Столыпина, художника Врубеля и основателя ВК и Телеграм Павла Дурова? Все они когда-то учились в этом университете, как и множество других деятелей, которые внесли вклад в развитие науки, технологии, культуры и государственного устройства. Ну а наш день в СПбГУ подходит к концу. Вы смотрите ТОП ВУЗ. До встречи в новом выпуске.